Приветствую всех, дорогие друзья! На связи СД, и сегодня у нас очередная новая рубрика под названием «Аналитика». В чем суть рубрики? Я буду разбирать какие-то матчи и пытаться, так скажем, подробно описать суть происходящего и в чем была ошибка тех или иных игроков. Так скажем, первый тестовый вариант. Посмотрим, что из этого выйдет и понравятся ли вам такие видосы. И первой игрой, которую я хотел бы разобрать, будет старая игра Сета и Сетлера. Она была сыграна в году 2023, это было лето. Тогда Сет набрал хорошую форму, а Сетлер был, так скажем, в процессе ее набора. Он не был на пике, так как находился с мая по июль в инактиве. И эта игра, можно сказать, но, тем не менее, игра, несмотря даже на то, что Сетлер был до этого в инактиве, получилась достаточно интересной. Давайте ее разберем. Показывать я буду на скорости 1,5, потому что, в принципе, там не требуется секундного описания. На мой взгляд, все-таки ускоренный режим как-то подинамичнее смотрится. Итак, вот начало игры. Экономическую стадию я пропустил, не стал записывать, ну, потому что еще сам экономику строил, просто там еще это подразумевалось как игра 2 на 2, а чел ливнул один, поэтому я решил не мешать Сету и Сетлеру помахаться друг с другом. Сет у нас синего цвета, Сетлер зеленого. У нас сразу же начинается битва с попыткой поджога друг друга тачанками, но какого-то критичного урона никто никому не нанес. И тут у нас начинается сразу же захват центральной территории, но Сетлер за счет своих воинов не дал это сделать. Тут интересный такой вот вообще в принципе момент, насколько эффективно использовать эти тачанки. По сути дела, они неплохи, но вот на открытых пространствах очень тяжело поджечь противника. Поэтому вот новичкам я не прям чтобы рекомендовал ими так активно пользоваться. Все-таки юниты по типу хашек, рыцарей, тех же берсеркеров, они принесут намного больше пользы. Просто вы же все-таки на щиты и тачанки тратите деньги и юнитов, а в итоге не получаете никакого профита с этого. Ладно, приступим к игре. Тут особо ничего такого серьезного пока не происходит, но вот начинается потихоньку борьба за контроль. В чем тут дело? Всегда важно владеть территориями, которые позволят вам, так сказать, наносить сковывающие удары противнику. Но это я чуть позже покажу. Ну, вернее, не то, что я позже покажу, это произойдет чуть позже. А пока просто банальная попытка друг друга поджечь. Но тут важно еще понимать вот какой момент. Всегда в попытке поджога нужно пробовать подводить конных лучников с щитами. Почему? Тачанки, они всегда переманивают огонь на себя. Ну вот так устроена игра, что это самая приоритетная цель. И конные лучники могли бы в этот момент безнаказанно пострелять по противнику. Как мы видим, тут у Сетлера ошибка в контроле. У него щиты не прикрывают хашки. И это проблема, потому что их тупо отстреливают. Да, это всего лишь по 2-3 хашки, но тем не менее. Тем временем начинается первая, так скажем, схватка рыцарей, и в которой Сет за счет количества побеждает, не давая Сетлеру что-то здесь делать. Сетлер, конечно, добавляет рыцарей, но вот я все-таки считаю, что ему следовало вот здесь, наверное, попытаться как-то убежать. То есть подвести конных лучников, все-таки это, наверное, ошибка была ими драться до конца. Ну, это банальная потеря войска. Вот, обратите внимание, Сет выкупил территорию и заставил Сетлера пойти туда. Причем вот еще какой важный момент. Как вы можете заметить,
хашки сеттлера со щитами, они отрезаны от рыцарей, и теперь хашки сета будут стрелять по ним. Это критично в том плане, что они сбивают конные лучники рыцарей с лошадей, и рыцарь медленнее входит, так скажем, в боевку. Это стало одной из причин, почему вот здесь Сетлер проиграет битву рыцарей. Также еще обратите внимание, как Сет пытается щитами прикрыть своих рыцарей, чтобы конные лучники Сетлера не расстреляли их. Тоже прикольный момент. И вот сейчас обратите внимание на то, что рыцари зеленого, то есть Сетлера, почти не осталось. То есть какие-то единичные, которые здесь ничего не могут сделать. Тогда еще не была открыта тактика берсеркеров, русичей, как я их люблю называть. И все пытались ближнебойниками, то есть только рыцарями воевать. Это правило 750 голды, 4 ПТ. То есть на начальном этапе рыцарей немного, но вот с постройкой статуи во время битвы, то есть вот на таких правилах, где немного ПТ, нужно во время боя стараться ставить статую, если вы хотите максить рыцарей. Потому что почет всегда ценен, а его всегда не хватает. Но тут тоже надо балансировать, чтобы у вас и деньги были, чтобы что-то нанимать, и в то же время не потерять темп набора коронок. То есть вот такой вот момент, то есть нужно понимать, когда ставить статуи, когда их стоит все-таки повременить и нанять каких-то других юнитов. А тем временем вот вы можете обратить внимание, как Сет начинает поджимать. И вот о чем я говорил, то есть почему хорошо это поместье. Сейчас он будет напрягать трибушетами за счет того, что владеет территорией. Сетлер, вот обратите вот внимание на то угловое поместье, вот сейчас в правом углу отжал, но он особо этим сейчас не воспользуется, потому что его вот отвлекают эти трибушеты, у него куча других задач, и как-то пытаться что-то сделать с этим поместьем у него не особо получается, ну не получится. И вот опять же рыцари пытаются отжать, то есть по сути опять же, как я уже подметил в начале, в середине игры, ну точнее не в середине игры, а вот до этого момента в начале и середине Сеттер уже терял рыцарей. Он теряет их очень много, и это потеря коронок. Ну, по голде вроде у них проблем нет. Конечно, на тот момент не было вот моей статы, которую я сделал. Так бы анализировать было бы еще прикольнее. Но тем не менее. И как мы видим, уже территориально Сеттлер проигрывает. Сет его поджимает. И вот тут очень такая вот глупая ошибка со стороны Сеттера. Он пытается зачем-то идти в атаку. То есть ему наоборот нужно отойти, подкопиться и, допустим, теми же тачанками задерживать противника. То есть нанял тачанки и отогнал противника, а сам копишься. Вот, в принципе, как сейчас, да, то есть ему не нужно было идти атаку. На него пошел Сеттер, он идет тачанками и теми же бревнами пытается отогнать. Единственное, когда такое стоит проворачивать, это если у вас больше конных лучников, то есть вы имеете перевес по стрелкам, а противник перевес по рыцарям. За счет стрелков вы сможете сделать разницу, но тут очень важно именно сконтролить. Зеленый игрок вот сейчас теряет щиты за счет того, что рыцари их режут, и требушеты начинают стрелять по экономике. Правильное решение строить баллисты, но все-таки я бы, наверное, построил не вот эти квадратные башни, а оплоты круглые. Почему? Потому что вот на эти квадратные у него ушло 300 камня, а на оплоты ушло бы вот 3, да? 3 оплота, ему бы ушло, получается, 180. То есть он мог бы поставить сейчас 5 таких башен. Больше башен, больше баллист. Дальность стрельбы здесь особо не нужна, поэтому ничего страшного в этом нет. Как вы можете обратить внимание, хашки зеленого попали в ловушку, то есть все, синие их сейчас поймают. Продолжает Сет напрягать Сеттлера трибушетами. Я бы на его месте все-таки подвел парочку щитов, чтобы баллисты не расстреливали эти трибушеты. Не знаю, почему он этого в итоге не сделает.
То есть вот тоже обратите внимание, если противник ставит баллисты, это не страшно вот для дребушетов, если они будут прикрыты щитами. Конечно, те же рыцари, ну, это их не остановит, но тем не менее. Тем временем тут уже полная доминация синего, у него больше армии, даже по стрелкам. То есть, по сути дела, игра могла бы уже и на этом моменте закончиться. Тут тотальный перевес по рыцарям от синего и по воинам. То есть все тут печально для Сетлера. И мне кажется, это из-за того, что он делал неправильное движение на карте. У него было нормальное количество лучников, ему нужно было просто грамотно забункериться. Тем более карта это позволяет, всего лишь один проход, тебя не будут давить с нескольких сторон. То есть главное правильно выбрать позицию. Сетлер пытается завладеть территорией, то есть опять же отжимать центральное поселение, но на мой взгляд это и хоть и правильно, но ему нужно вот именно копиться было в этот момент. А он пытается зачем-то атаковать меньшим числом воинов. Тут ошибка в контроле у Сета, но на самом деле по сравнению с тем, что потерял Сетлер, это цветочки. Тачанки вот именно хороши в таких ситуациях, когда у противника перевес, и вы просто вот за счет этих тачанок пытаетесь как-то его отогнать, попытаться задержать. Иногда, конечно, получается, так скажем, сорвать джекпот и полностью сжечь его армию, но я уже повторюсь, что эти игроки имеют просто невероятный контроль, и сделать это крайне сложно. Сетлер владеет двумя поместьями, но по факту оба их ему нечем защищать. То есть в любой момент сейчас Сет просто сможет их спокойно отжать. Опять же повторюсь, здесь нужно копиться. В таких ситуациях, если денег не хватает, то здесь реально нужно переходить на тактику стрелков и вот в качестве ближнебойных юнитов использовать монахов. Рыцари они не перебьют, но если они будут без лошадей, смогут задержать, и стрелки, как раз, допустим, те же арбалетчики, смогут с рыцарями этими сами справиться. Неплохой поджог, то есть рыцари потеряли, ну, неплохое такое количество хп суммарное. На одного рыцаря поджог достаточно слабо влияет, а если вот такая кучка погорела, достаточно неплохо. Но в то же время, опять же, тут главная проблема именно в том, что у Сетлера просто не хватает воинов. Ему нечем сейчас отбивать атаки, а он сам идет в атаку. Вот, на мой взгляд, это вот главная проблема этой игры. Сет не теряет воинов, все методично делает, а Сетлер пытается бежать в атаку, непонятно зачем. То есть, ну, контролирует противник территорию, ну да, но всегда же можно задефаться и за счет именно того, что ты сидишь в обороне, пытаться как-то делать разницу. Ну, тут попытка сломать осадный лагерь, чтобы Сетлер не подводил щиты. Неприятная такая вещь, тем более лагерь стоит 500 монет, а это, ну, немало. Тут еще начинаются вот такие приколы с тем, что перекрытие пути отступления конным лучникам и ставить бревна, когда противник на твоей территории, по факту уже невозможно будет. И вот как видите, да, там рыцари просто пошли в атаку после того, как Сетлер потерял контроль уже над территорией перед замком. Ну, ему просто уже банально нечего делать, он начинает нанимать арбалетчиков. Вот здесь ему нужно было ставить их не на казарму, это ошибка, потому что она в открытом доступе, так сказать, и рыцари спокойно туда сбегут и перережут арбалетов. Нужно строить либо башни, либо пытаться на барбаканы заводить. Ну, там пристройку в виде стен делаете и спокойно заводите. То есть главное, что здесь, чтобы арбалеты, вот опять же, стрелки, да, он проигрывает по рыцарям, поэтому он должен выигрывать по стрелкам. Здесь важно, чтобы стрелки именно были защищены. Они очень уязвимы, и в данной ситуации ему нужно было арбалетов тех же, то есть ставить башню и пытаться именно строить деф. Скорее всего, это бы вряд ли помогло, потому что рыцарей там просто несчетное количество, но, тем не менее, возможно, что-нибудь да получилось бы. В любом случае, это слив арбалетов, там еще и хашки параллельно убили.
Тут уже, тут и так было понятно, что Сет выиграет, но вот в конкретно данной ситуации хочется, ну, можно полностью с уверенностью сказать, что Сет здесь спокойно выиграет. Тачанки, вот, кстати, в той ситуации, когда вас уже подперли ворота, они не имеют смысла. Почему? Потому что они банально выехать не могут, и они еще растягиваются в линию, перемещаются медленно. Когда они растягиваются в линию, они перемещаются медленно. Это вот такая проблема Стронгхолда второго. И, соответственно, их просто на выходе рыцари перерезают. Даже если они что-то там подожгут под воротами, это все равно не особо рыцарям нанесет урон, потому что они очень быстро свалят. Вот этот ров, он, на мой взгляд, бесполезен, то есть нужно было что-то нанимать другое. Но опять же, какой смысл, когда тебя просто идут убивать? Экономику ломают, игра, по сути, уже на этом закончена. Она была еще закончена тогда, когда были уничтожены хащиты Сетлера, вот первая партия, так скажем, когда он увел их слишком далеко и не смог спасти. А тут просто начинаются, ну, элементы, так скажем, геймплея Стронгхолда по типу обороны до конца. В целом, мне кажется, это достаточно неплохо смотрится. Иногда это бывает даже эпичные и прикольные моменты. Что в такой ситуации можно нанять? Ну, чтобы подольше продержаться. Самый лучший вариант это монахи, потому что они дешевые. Если у вас особенно почета много скопилось. Ну или обычные монахи, которые за деньги тоже неплохо могут себя проявить. По соотношению цена-качество вообще крутые юниты. Топорики на донжон, но это, когда такое происходит, это уже говорит о том, что, ну, по сути, игра закончена, просто вопрос времени. Потому что экономика ломается, даже если сеттер и выживет, то, ну, а что он сделает? То есть, единственный вариант контратаку пойти, но идти-то нечем. Топорики не юниты атаки, к сожалению. Ну, вот именно правил э, таких вот в поздних стадиях игры они не являются юнитами атаки. В начальных стадиях, там особенно на 0 ПТ, прикольнее, а так нет. Щитами, кстати, обратите внимание, как Сетлер прикрывает рыцаря от стрелков. Достаточно забавно. Вот и все. Последний такой махач. Как вы понимаете, просто количество решает. Топорики, конечно, прикольные в такой обстановке. Они наносят достаточно большой урон щитам. По-моему, они быстрее его убивают, чем арбалеты. Вот тут тачанками Сетлер немного не получилось. Тут важно понимать, что вот когда вы пользуетесь этим многократным поджогом, ну это баг, но он разрешенный, когда вы им пользуетесь, то вам нужно спустя 3 секунды либо куда-то двинуть тачанки, либо еще раз поджечь, потому что они пропадают. Ну и все. Заходят рыцари, их уже ничто не остановит. Хотя, справедливости ради, хашек Сетлер перебил. То есть в теории баллисты там можно как-то попытаться отдефаться, но тут уже ломаются дома. На этой карте превышен лимит населения, соответственно, тут уже ничего не поможет. И вот он нанимает крестьян, хотя тут, наверное, лучше все-таки были бы монахи. Но я думаю, даже это его не спасло, к сожалению. Ну, крестьяне еще хуже, поэтому лучше монахи все-таки были бы. Но это вот уже начинается просто элемент такого геймплея красивого. В аналитике он не нуждается, но в целом достаточно прикольно выглядит. Вот. Ну и, собственно, лорда убьют сейчас. Хотя, я вот повторюсь, это выглядит достаточно красиво. То есть, вот когда говорят, допустим, вот Вова из Курсака говорит, что лучше все-таки сдаваться, ну, на мой взгляд, это убивает вот такие вот интересные, прикольные моменты, когда на последнем издыхании люди сражаются вот до конца. Вот что-то в этом есть. Ну а тем временем Сет выигрывает у Сетлера. И давайте подведем какие-то промежуточные, даже не промежуточные, а вот прям итоги. То есть давайте вот подведем итоги и скажем, почему Сетлер проиграл. Во-первых, он очень много терял войск, по сути дела, за даром. То есть он терял кучу рыцарей, кучу конных лучников.
и не получил никакой с этого выгоды. Всегда нужно грамотно распоряжаться войсками, как бы это очевидно не звучало, с чем Сеттлер в данной ситуации не справился. Ему стоило копить массу вместо того, чтобы все время идти в атаку. Это бывает такая проблема у игроков, они все время стремятся атаковать и не могут перестроиться вот именно на такой бункерский вариант, кемперский, как хотите называйте. Просто на такой карте именно оборона не такая уж и сложная. Главное не давать трибушетам разрушить экономику, допустим, выезжать тачанками, поджигать или баллистами сносить, и будет вам счастье. Ну и, наверное, последний момент, который, опять же, здесь Сеттлеру помешал, это то, что он, опять же, пытался отжимать территории, да, но с этого не пытался какую-то выгоду получить. Отнимал территории, там пару поджогов тачанками пытался сделать, и все, и у него сразу же отжимали. Но это скорее истекает из того, что ему банально нечем было защитить эти поместья. В такой ситуации очень важны рыцари или другие юниты. Ну и да, я сказал последний. Еще последний момент, вот прям последний, когда Сеттлер начал проигрывать по рыцарям, ему стоило перейти на игру стрелками. Самая простая тактика здесь это замаксить хашки, то есть наклепать штук 300 и, в принципе, даже может что-то из этого выйти. Ну и сделать деф там из 40 арбалетов, чтобы они не подпустили к себе рыцарей. Поставить как можно больше стенок, чтобы не дать противнику пролезть к себе. И в целом можно было бы как-то с этим играть, постепенно меняя исход игры в свою пользу. Но опять же, повторюсь, Сеттлер вот на тот момент выходил из инактива, набирал форму, а Сет уже был прям вот действительно на тот момент с серьезной угрозой, поэтому как вышло, так вышло. На мой взгляд, это достаточно поучительная игра, и она не самая плохая, то есть ее не скучно смотреть, она действительно зрелищная. И что еще хочу сказать, вот хочется, чтобы появлялись вот подобные игроки, которые знают эти фишки все, пытаются показать крутой геймплей. Поэтому скачивайте второй Стронг, смотрите мой канал и удачи на полях сражений. Всем спасибо за просмотр. Это был пилотный выпуск моей новой рубрики. Посмотрим по реакции аудитории, стоит ли снимать такие видосы еще, или все-таки это будет первый и последний выпуск. Поэтому ставим лайки, друзья, пишем комментарии, и будет вам счастье и продолжение рубрика «Аналитика». Всем спасибо, всем пока. Come on.